Добрый день, друзья! Меня зовут Неля, и вы на канале Готовить Просто. Предлагаю сегодня испечь вкусное, рассыпчатое, простое в приготовлении песочное печенье. Я готовила в качестве Валентина ко Дню всех влюбленных. Но по этому рецепту можно приготовить печенье и любой другой формы. Готовится очень просто, быстро, не считая времени, пока тесто будет отстаиваться в холодильнике. На вкус десерт очень ароматный, вкусный и хрустящий. Прекрасное дополнение к зимнему чаепитию. Для приготовления я взяла 75 грамм сливочного масла. Предварительно не забудьте достать его из холодильника, чтобы оно было мягким. 150 грамм муки, 50 грамм сахарной пудры, щепотка соли, 1 куриное яйцо и 1 чайная ложка ванилина. Для красного цвета пищевой гелевый краситель. Муку просеиваем в глубокую миску. Добавляем к ней сахарную пудру, щепотку соли, 1 чайную ложку ванили и мягкое сливочное масло. Теперь с помощью рук перетираем масло в мелкую крошку. Делаем в центре небольшое углубление. Добавляем 1 куриное яйцо. И теперь с помощью ложки я замешиваю тесто. Поначалу оно очень липкое, но потом в процессе замеса стает более эластичным. Мука бывает разной, поэтому если тесто все еще очень липнет к рукам, подсыпьте немного муки. Тесто должно быть эластичным, нежным и не липнуть к рукам. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и убираем в холодильник на 1 час. По истечении времени достаем тесто. Я отщипываю где-то 1/4 часть и добавляю к ней пищевой краситель. У меня красного цвета. Хорошенько перемешиваем тесто. Тесто все еще липнет к рукам, рабочей поверхности, поэтому я подсыплю муку и продолжу вымешивать тесто. В итоге краситель я добавляла 3 раза и получила вот такое вот эластичное, нежное тесто красивого алого цвета. Формировать печенье я буду с помощью вот такой вот формы. Я купила ее на AliExpress. Сердечко маленького размера я не нашла, поэтому пришлось сделать из подручного материала. Из папки вырезала вот такой вот прозрачный пластик и закрепила степлером. Сердечко чуть-чуть кривовато, но результатом я довольна. Берем половинку теста, посыпаем мукой и раскатываем в тонкий пласт шириной примерно 3 мм. Если нужно, посыпаем мукой. Если не хотите добавлять больше муку, можно разместить тесто между 2 листами пергаментной бумаги. Теперь с помощью формы вырезаем фигурки. Излишки теста убираем. Рабочую поверхность пропыляю мукой. Раскатываю тонкий пласт шириной 3 мм и вырезаю сердечки. Заготовки мишек я распределила на пергаментной бумаге на небольшом расстоянии друг от друга. Теперь в центр каждого кладу сердечко. При желании можно закрепить его с помощью лапок. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов. Ориентируйтесь на свою духовку. Печенье должно быть слегка румяным. По истечении времени достаем печенье, даем ему чуть-чуть остыть. Вот такие вот мишки у меня получились. Те, что были потоньше теста, они подрумянились больше. Те, что потолще, слегка подрумянились. Но в итоге все мишки получились очень вкусными, хрустящими и ароматными. Из указанного количества ингредиентов у меня получилось ровно 42 медвежонка. Печенье получилось рассыпчатое, в меру сладкое, с приятным сливочно-ванильным вкусом и ароматом. Завариваем свежий чай, наливаем стакан горячего кофе либо молока и угощаемся. Вкусно, как в детстве. Приготовить можно вместе с детьми, а форму выбрать абсолютно любую по вашему вкусу. Друзья, если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Делитесь видео в соцсетях и не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой.